Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник – политолог, эксперт Руслан Сафаров. Добрый день! Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, дорогие друзья. Руслан, сегодняшний вопрос, цитирую. «Россия испытывает наши пределы. Россия стала угрозой для Франции и Европы. И эта агрессия не знает границ. Мир на нашем собственном континенте больше не может быть гарантирован», заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Руслан, а откуда у Европы, в частности у Франции, ресурсы на войну? Не это ли страна в шаге от энергетической катастрофы? И экономической в том числе. Вам слово. Откуда будут брать ресурсы? Ну, вопрос на самом деле хороший. То, что касается основного ресурса именно финансов, здесь примерно понятно, откуда это будет браться. Это будет браться из, первое, карманов налогоплательщиков. Поэтому те, кто являются гражданами Европейского Союза, гражданами Великобритании, от души вас поздравляю. Вы теперь будете тратить деньги на огромное количество разных военных игрушек. Надо будет покупать танки, самолеты, бронетранспортеры, там, дроны и прочие всякие интересные штуки. Я вас поздравляю. Забывайте про школы, забывайте про больницы, забывайте про дороги. Вот, собственно говоря, оттуда будут идти денежки на новую европейскую армию. Это первое. Вторым источником будет, конечно же, внешние заимствования. Вторым источником будут внешние заимствования. И, собственно говоря, вчера уже на биржах облигации показывали рекорды, били рекорды. Немецкие, в том числе, например, облигации, они вчера давали рекордную доходность своим будущим владельцам. Это означает то, что от этих облигаций начинают избавляться. Именно поэтому проценты, вот, которые платят за хранение этих облигаций, очень серьезно подрастает. Все закладываются, что Европа будет очень сильно залезать в долги. Она и так-то, в принципе, в долгах. Ну, люди сделали такой выбор. То, что касается ресурсов, непосредственно из чего все это делать, ну, здесь, понятное дело, номенклатура очень-очень широкая. Мы не будем сейчас это все разбирать, откуда они будут там селитру доставлять, откуда будет идти кобальт и так далее. Это, понятное дело, будет браться с мировых рынков. Потому что сама по себе Европа с точки зрения ресурсной, она не самый богатый, мягко говоря, континент. Поэтому здесь, скорее всего, будут использовать внешние закупки. А теперь то, что касается непосредственно французов. Вот здесь ситуация становится значительно веселее. По следующей причине. Франция получает, значит, получала, уже так скажем, значительную часть своих ресурсов, в том числе из своих бывших колоний. Мы говорим об африканских странах, прежде всего Западной Африке, Сахеле и так далее. На сегодняшний день у Франции там позиция, мягко говоря, а, плохие. Это я сейчас очень дипломатичен в адрес Парижа. Из многих стран французов просто в прямом смысле этого слова пинками выпроваживают. И с этим будут очень большие вопросы, как они будут дальше обеспечивать свою ресурсную безопасность, в том числе энергетическую безопасность. Те же самые вопросы по урану, да, которые они получали из того же самого Нигера и так далее, и так далее. То есть там вот эта ситуация, как она 2 года назад поменялась, она, да, собственно говоря, после этого не менялась. Для Франции очень много остается вопросов по вот этой ресурсной безопасности. Для них это серьезно. Что касается самого финансов Франции, я вот про Германию говорил, по французским ресурсам все очень-очень плохо, потому что Франция уже, если мне память не изменяет, в районе 45 лет имеет каждый год дефицитный бюджет. То есть люди просто, страна концы с концами просто-напросто не сводит, живет и так в долг. А сейчас надо будет эти долги увеличивать. И поговаривают о том, что Франция может дойти до ситуации, когда вот эта дыра в бюджете может доходить до 5-6% ВВП. Это очень большие деньги, это существенные уже деньги. Как потом Франция будет рассчитываться, пока не очень понятно. Поэтому здесь я думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть определенное такое кредиторское домино, в котором та же самая Франция будет очень активно участвовать. Что имеется в виду под кредиторским домино? То есть сбросы вот этих вот кредитов, сбросы облигаций
стран Европы, в том числе Франции, я думаю, здесь будут происходить достаточно активно, потому что, ну, какие варианты здесь у инвесторов? Держать эти бумаги становится просто страшно. Следующее, о чем стоит сказать, это, конечно, непосредственно военный ресурс, которыми Франция обладает. Мы должны не забывать, что Франция – это страна, которая является одной из трех или, возможно, четырех, здесь вот я небольшой специалист по военным делам, но, тем не менее, это страна, которая обладает ядерной триадой. Этих стран там то ли три, то ли четыре, не совсем понятно. Соответственно, это серьезная сила, это серьезная опасность. Количество зарядов порядка 300 на сегодняшний день есть у Французской Республики. Для сравнения, у России где-то так примерно раз в 20 больше. Но здесь вопрос заключается не в количестве, что называется, этих боеголовок и так далее. Здесь вопрос заключается в том, что сама по себе Франция обладает определенными возможностями вот, в плане нанесения ядерного удара. Это достаточно серьезная и неприятная проблема. То, что касается остальной армии, то здесь у Франции есть достаточно неплохие разного рода военно-технические решения. Есть неплохие танки Леклерка, действительно достаточно хорошая считается техника, страшно дорогой танк, но и так далее. Другое дело, что количество вот этих всех военных игрушек, которых сейчас им надо будет очень серьезно увеличивать, количество этих игрушек у них ограничено. Я могу сказать, что на сегодняшний день у наших союзников в Беларуси в 1,5 раза больше танков, чем у Франции. Ну, просто чтобы мы понимали, например, некоторые цифры. Да. Соответственно, если говорить о военной авиации, то у России здесь более чем трехкратный перевес над французами. Поэтому здесь вопросов остается больше, чем ответов. Что касается потенциала конфликта, прямого конфликта России и Франции, я не верю в этот конфликт. Надо понимать, что в данном случае все заявления, которые делает господин Макрон, являются ничем иным, как просто-напросто работой на две группы аудитории. Первая группа – это внутренняя аудитория. Это попытка переключить через русофобию, вот эту оголтелую русофобию, французское общество на внешний контур, перевести внимание французского общества на внешний контур. Ну, то есть сделать все возможное, чтобы люди не замечали внутриэкономических проблем, чтобы люди, что называется, отдавали вот эти свои последние евро на новые налоги, с пониманием того, что они, условно говоря, им не хватает там каких-то новых инфраструктурных решений в своих городах или там регионах и так далее, но вот они покупают танк, потому что страшная Россия, да, на них шагает и так далее. Вторая аудитория – это, конечно, внешняя аудитория. Я думаю, что заявления, которыми отметился господин Макрон, это очень такая тонкая и хитрая дипломатическая игра со стороны Парижа. Основная задача заключается сейчас в том, чтобы перехватить знамя, скажем так, если не миротворца, то участника вот этих миротворческих мероприятий, которые сегодня стартовали после первых инициатив со стороны Соединенных Штатов, которые в определенной степени были поддержаны Москвой. Что я имею в виду? Переговорный трек Россия-США, который в том числе включает в себя украинский вопрос, нашим зрителям понятен, здесь говорить ничего не надо. Есть второе направление, это, собственно говоря, второй центр силы, это Британия, которая пытается активным образом сейчас перевести повестку на себя. Я напомню, что британцы подписали документ в январе о столетний, по-моему, договор о дружбе или что-то в этом роде с Украиной. То есть они здесь уже достаточно плотно столбят территорию. И Франция тоже подключается к игре. Франция тоже подключается к игре. Франция, которая заинтересована в определенных украинских месторождениях, например, да, в той же Умане, там урановые месторождения и так далее.
Франция заинтересована в том, чтобы через нее Евросоюз заходил, и тем самым она подтверждает свой статус лидера европейского сообщества, которое она потихонечку забирает у Германии, которая раньше за счет экономики выезжала. Ну, люди потом от газа российского отказались, вот уже как бы лидерами Европы не являются. Сейчас Франция это знамя перехватывает. И у французов задача на сегодняшний день зайти на территорию вот Украины, продемонстрировать, что именно Франция самый такой лютый защитник Украины для того, чтобы поучаствовать в разделе вот этого замечательного пирога, который сейчас американцы начинают готовить. Насколько Францию туда подпустят, это уже вопрос третий. Это вопрос не столь существенный, но французы действуют по принципу того петушка, ну, собственно, один из символов Франции, гальский петух, вот по принципу петушка, не догоню, так хоть согреюсь. Вот сейчас это задача, которую ставит перед собой Эммануэль Макрон, делая подобного рода заявления в адрес России, что там великая угроза, мы всех победим, мы всех захватим там, и так далее, и так далее. У Франции на сегодняшний день достаточно короткие руки в военном плане для того, чтобы каким-то образом угрожать России. Единственное, еще раз повторюсь, есть риск, да, это ядерное оружие. Франция им обладает, но Франция прекрасно понимает. Я думаю, что если этого не понимают дурачки политики, то, скорее всего, это понимают в Генеральном штабе Франции. Я думаю, что это понимают в Министерстве обороны Франции. Это понимает генералитет страны, что ответный удар России будет ужасен. Потому что Франция будет просто снесена. Мы этого ей не желаем. Это понятное дело, мы мирные люди, что называется. Наш поезд стоит на, так сказать, мирном пути. Но вопрос заключается в том, что Франции это тоже надо учитывать. Насколько они готовы заигрываться в подобного рода истории. Задача французов, я так понимаю, сегодня максимально просто проникнуть, скажем так, вот в эту дипломатическую зону, где идут реальные переговоры о будущем мироустройства. Потому что на сегодняшний день ни они, ни англичане, ни тем более немцы не тянут на участие в Новой Ялте. Ну, вот здесь такими заявлениями надо продемонстрировать. Вот мы ядерная держава, мы можем тут и войной погрозить, а давайте вот мы тоже пойдем на какие-нибудь переговоры серьезные. Да, давайте с нами, нас тоже будут учитывать и так далее. То есть вот у Макрона, я думаю, что это такая форма легкого, аккуратного шантажа, который он предпринимает в адрес остальных участников этих переговоров, которые сейчас ведутся по будущему, по будущей архитектуре будущего мироустройства. Посмотрим. Еще один аспект, который Франция тоже здесь должна понимать, это то, что, мягко говоря, не все в НАТО будут поддерживать ее инициативы. Я думаю, что несмотря на все заявления, которые сыпались из Лондона, Великобритания не очень счастлива, что Франция сейчас активизируется. Скорее всего, это будет такая очень холодная дружба, которая будет между ними. Есть вопросы по Германии, но Германия, честно говоря, становится все менее и менее субъектным государством. Скорее всего, здесь просто не о чем уже рассуждать. Основной вопрос, я думаю, что будет в позиции двух государств. Европы. Многих сейчас, я думаю, удивит те страны, которых я назову. Это будет позиция Греции и Турции. Греция и Турция, потому что именно эти страны обладают самыми большими, например, танковыми соединениями в НАТО, в Европе. Да, мы сейчас не берем американскую армию, потому что у Турции это, собственно говоря, насколько я помню, вторые позиции в НАТО. По танкам у Греции, если мне память не изменяет, где-то в районе третьего и так далее. То сейчас будет вопрос по этим странам. А, например, у той же Турции очень серьезная проблема с французами. И давние проблемы. Они делят Восточное Средиземноморье. Так что Макрон, даже с этой точки зрения, с фланга его точно, южного фланга его точно поддерживать тоже не будут. Так что пусть играют в эти игры, ищут новые кредиты, вылезают в долги потихонечку, свое население грабят. Мы желаем им удачи в той гонке вооружений, в которой они потихоньку влезают.
Руслан, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Руслана Сафарова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.